Все войны начинаются из корыстных побуждений. Наполеоновские войны не стали исключением. Поэтому после заключения между Францией и Англией Амьенского мира противостояние между ними не прекратилось. Англичане захватывали французские суда на море, французы запрещали провоз английских товаров на континент. Провозгласив себя императором, Наполеон хотел быстрой победоносной войной окончательно разрешить все экономические и политические противоречия между двумя государствами. В 1804-1805 годах Бонапарт планировал вторжение на Британские острова и завершение войны в Лондоне. В Булоне была сосредоточена огромная армия для броска через Ла-Манш. Она ждала лишь тумана, чтобы под его прикрытием пересечь пролив и начать шествие в английскую столицу. Британское правительство было в панике, и английский премьер-министр Вильям Питт предпринимал отчаянные усилия для сколачивания новой антифранцузской коалиции на континенте. В эту коалицию, кроме Англии, вошли Австрия и Россия. Англия поставляла золото, Австрия и Россия – пушечное мясо. Наполеон прекрасно знал о закулисных играх Англии, но он все же надеялся, что успеет перебросить войска через Ла-Манш. Однако этот план провалился, и военным силам Франции пришлось противостоять превосходящим силам союзников. Русские войска двинулись на соединение с австрийцами, которые уже были готовы к наступательным действиям. В ответ Наполеон в считанные дни поднял Булонский лагерь и двинул свою мобильную армию в союзную Баварию, куда уже вторглись австрийцы. В центре европейского континента против Франции должна была действовать 85-тысячная австрийская армия генерала Мака, на помощь которой из России выдвигалась русская армия генерала Кутузова. А 100-тысячная австрийская армия эрцгерцога Карла Австрийского намеревалась выбить французов из Ломбардии в Северной Италии. 8 сентября, не дожидаясь русских, австрийцы вторглись в Баварию. Армия Мака укрепилась в городе Ульме на реке Леха и приготовилась к первому столкновению с французами. Армия Кутузова начала марш из пределов России на соединение с группировкой Мака, но Наполеон опередил их. Стремительным маршем и обманным маневром он усыпил бдительность австрийцев, подвел свои войска к реке Леха и начал окружать Мака. Распространив слух о восстании в Париже, Наполеон удержал Мака в Ульме, окружил и через некоторое время заставил капитулировать. Узнав об этом, Кутузов дал приказ о немедленном отступлении, поскольку против его 50 тысяч оказались превосходящие силы французов. Во время отступления русские войска выдержали ряд арьергардных боев и, избежав окружения, 7 ноября прибыли в город Ольмюц. Там находились императоры Франц II и Александр I с австрийскими и русскими войсками. Кутузов изначально был противником сражения. Российский командующий предлагал и дальше отходить на восток, чтобы заманивать французов и растянуть их коммуникации, ожидая прибытия новых подкреплений. Но молодой император Александр I и его самоуверенное окружение мечтали о немедленной боевой славе. Подталкиваемый австрийцами, стремящимися освободить Вену, российский император настоял на переходе в решительное наступление. Кутузовский проект был отвергнут, и союзное войско двинулось навстречу Наполеону. Подыгрывая наступательному порыву союзников, французский император отвел войска за деревню Аустерлиц и даже оставил господствующие над местностью Працинские высоты. Тем самым Наполеон приглашал союзников атаковать его в поле. Для Наполеона было важно, чтобы союзники не возобновили отступление и не затянули бы войну, поскольку французская армия была утомлена тяжелыми переходами и находилась далеко от Франции во враждебной стране. К тому же Наполеон знал, что нейтральная Пруссия могла в любой момент вступить в войну и развернуть в его тылу 180-тысячную армию. Союзники сами шли в расставленные сети и к 1 декабря 1805 года заняли оставленные высоты. Перед боем левое крыло союзных войск состояло из 3 колонн под общим командованием генерала Бухсгевдена. Русско-австрийские войска под началом Кутузова составляли центр. Правым крылом командовал князь Багратион. Центр французской армии находился под началом маршала Сульта, левое крыло под командованием маршала Влана и Бернадота, правый фланг французских позиций, несколько оттянутый вглубь, под началом маршала Даву. Союзная армия насчитывала около 85 тысяч человек, 60 тысяч русских и 25 тысяч австрийцев, с 278 орудиями под общим командованием генерала Кутузова. Армия Наполеона насчитывала 73,5 тысячи человек. Сражение при Аустерлице началось 2 декабря в 8 утра наступлением частей генерала Бухсгевдена на правый фланг французов, которым командовал маршал Даву.
Он упорно оборонялся, но постепенно начал отступать, втягивая все большее число союзных частей в болотистую низину у деревень Сокольниц и Тельниц. Сместив сюда основные силы, союзная армия ослабила свой центр, где находились господствующие над местностью Працанские высоты. В конце концов, под давлением императора Александра I Кутузов отдал приказ спускаться с этих высот последней ударной колонии во главе с генералом Калавратом. Видя, что Працанские высоты очистились от основных сил союзников, Наполеон отдал приказ Сульту атаковать эти высоты. Удар по центральной позиции союзников был ошеломляющим. Союзники были застигнуты врасплох. Вскоре французы появились у подножия высот, поднялись по склону и оказались на вершине. Вскарабкавшись наверх, французы дали залп, затем бросили в штыки. Центр союзников рассыпался мгновенно, войска смешались, кавалеристы наезжали на пехоту, давили ее, пехота под натиском французов откатывалась назад. Опомнившись, союзники попытались остановить натиск. Русские части двинулись в атаку и открыли огонь, однако из-за большого расстояния их пули не долетали до французов. Те же приблизились к русским и на расстоянии 100 шагов открыли беглый огонь, который валил наповал. Постоянно подводя резервы, противник строился в цепи, усиливая натиск. Одновременно Наполеон направил стык между центром союзников и их правым флангом дивизии маршала Лана и конницу маршала Мюрата. Завязалась схватка кавалеристов Мюрата и пехотинцев Лана с войсками Багратиона. Успех боя переходил из рук в руки, потери неуклонно росли. Сражение на севере пришло в равновесие, но одновременный натиск нескольких полков французской кавалерии заставил русских отступить. В брешь, пробитую в центре Сульта, устремился корпус под командованием маршала Бернадота. Овладев центром, Бернадот также обошел войска союзников с правого фланга во главе с генералом Багратионом, которому пришлось отходить из-за угрозы окружения. Принудив центр союзников к отступлению, французы теперь развернулись для того, чтобы окружить главные силы союзников, втянутые в бой против фланга Даву. В ходе битвы русско-австрийские войска левого фланга оказались в самом тяжелом положении. Уже во время схватки за Працанские высоты Кутузов отправил Бусгевдену приказ отступать, но связь с левым флангом оказалась прервана. Войска Бусгевдена были отрезаны от главных сил и под непрестанными атаками неприятеля и картечным огнем метались из стороны в сторону, пытаясь вырваться из окружения. Бусгевден проявил себя бездарным военачальником. Имея 29 батальонов пехоты и 22 эскадрона кавалерии, он не сразу заметил, что попал в окружение. Когда это стало очевидным, он отдал безумный приказ о разделении своих сил. Часть его войск отступила назад, а основные силы повернули направо и попытались прорваться на север. В конце концов они были отброшены и отступили к замерзшему озеру Сачан. Французы преследовали их, добивая раненых. Наполеон приказал выдвинуть батарею и открыть огонь ядрами по льду. От тяжести тысяч человеческих тел и неприятельского огня лед треснул, люди и животные падали в ледяную воду, находя там свою смерть. Многие сдались в плен. В плену мог оказаться даже император Александр I. В возникшей неразберихе он был покинут свитой и какое-то время оставался на поле боя с личным медиком и 2 казаками. Начинало смеркаться, битва затихала по всему фронту. В 16:30 Багратион вывел свои войска из сражения. Французы прекратили атаки и стали расходиться по бивакам. Союзники потерпели сокрушительное поражение. Они потеряли убитыми, ранеными и пленными треть своей армии, 27 тысяч человек, из них 21 тысяча русские. Кроме того, они лишились большей части своей артиллерии, 158 орудий. В бою был ранен Кутузов. Урон французов составил 12 тысяч человек. Аустерлиц – блестящий пример перехода от оборонительной тактики к наступательной. Эта битва стала триумфом дипломатического и военного гения Наполеона. Одной победой он выиграл целую кампанию, подчинив своему влиянию всю Центральную Европу. После этой битвы Третья антифранцузская коалиция фактически распалась. Австрия вышла из войны, подписав с Францией Пресбургский мир. Кроме того, Аустерлиц стал одним из самых жестоких поражений русской армии в XIX веке. Русским было нанесено первое за 100 лет решительное поражение в генеральном сражении. Как далее показала история, отнюдь не последнее.